Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Что будет в новом эпизоде «Таинственного сада»? Сможет ли Демир узнать настоящую личность Назлы? Начинается ли любовь между Назлы и Демиром? Сможет ли госпожа Джавидан забрать своего внука Мема из Назлы? Узнает ли его мать, что отец жив? Все это и многое другое теперь в нашем видео. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Благодаря Демиру Назлы удалось избежать рейда на отель. Однако неудачи продолжали преследовать его. Особенно из-за попыток Исатбея уничтожить Назлы, Назлы оказалась в очень сложной ситуации. Хотя Исатбей кажется ответственным за то, что случилось с Атешем, он не оставляет своих попыток уничтожить Назлы. По какой-то причине Назлы никогда не использует имеющиеся у нее кадры. Среди всех этих неприятностей Демир старается помочь Назлы, чем может. Спасая Назлы из отеля, он привел ее в дом, который спроектировал для своей жены и их будущего ребенка, и хотел, чтобы Назлы провела там некоторое время. В этом процессе возвращение Дифне домой и встреча с Назлы, похоже, продлевают сближение между Демиром и Назлы. Ведь Демир старается держаться на расстоянии от Назлы из-за того, что уже пережил. Она пытается помочь ему только потому, что она мать его племянника Мема. То, что случилось с Назлой, заставляет Демира держаться подальше от этих отношений, хотя он этого и хочет. Когда они пришли в дом после рейда в отеле, Назлы рассказала Демиру, что произошло, и Демир, который с подозрением отнесся к информации, полученной адвокатом Левентом, начал расследование. Сначала он пошел в дом Шебнема. Однако ее отец в то время тоже был с Шебнемом. Поэтому Шебнем не смог сразу открыть дверь. Хотя Исат оказывал большое давление на Шебнема, Шебнем, который не выдержал настойчивости Демира и того, что он сказал, открыл Демиру дверь. Шебнем, который не знал, что делать перед лицом сильных слов Демира, был очень расстроен. Тогда Демир спросил, каким человеком на самом деле была Назлы. И Шебнем объяснил, что Назлы неплохая женщина. После этого он убедил Шебнем изменить свое заявление. Более того, на вопрос, кто составил все эти планы, Шебнем не назвал имени Эсада, но сказал, что это сделал Бероль. Тогда Демир отправился к ювелиру Беролю. Берол уже хотел найти Демира и избить его. Однако, когда Демир подошел к Беролю и пригрозил ему пожаловаться на племя, Берол ничего не смог сделать. Он также принял все, что хотел Демир, и объяснил, что Шебнем согласовала этот план со своим возлюбленным. Однако он заявил, что не знает этого человека. Когда он все это понял, у Демира уже не было никаких сомнений относительно Назлы. Он понимал, почему и какую работу выполняла Назлы. Он позаботился о том, чтобы с Назлы были сняты все обвинения. Хотя этот процесс, кажется, прошел очень хорошо для Назлы, с другой стороны, мы не должны забывать Гэжу Джавидан. Хотя госпожа Кавидан госпитализирована из-за болезни, она вскоре выздоровеет и начнет бороться за внука. Во-первых, Демир захочет предотвратить такую ситуацию. Однако появление Атэша на этот раз перевернет все планы Назлы. Особенно когда он встретит Демира, Демир очень рассердится на Атэша. Он скажет, что вы не хотите, чтобы он приходил, и снова попросит его исчезнуть. Во время этого обсуждения Атеш скажет, что человек, с которым он находится, Джанан, а не Назлы. Поэтому он поймет, что Назлы что-то скрывает. Он снова захочет забрать Мема у Назлы. Теперь Назлы придется рассказать Демиру обо всем, что произошло. Когда Демир увидит, что произошло, и улики в руках Назлы, он поймет, что Мема действительно нужно остаться с Назлы. С другой стороны, госпожа Джавидан и господин Исат не сразу узнают, что отец жив. Однако он попытается отобрать Мема у Назли. Его цель – увидеть, как его внук переедет жить к нему, прежде чем он умрет. На данный момент мы подошли к концу нашего видео. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.